Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. Как я и обещала, башмачная серия. Вот у меня несколько башмаков сейчас раскрываются. Вот, и находятся в стадии раскрытия. Здесь, наверное, сейчас не будет видно. А мы с вами посмотрим на одного уже раскрывшегося красавца. Итак, сегодняшний наш герой – это башмачок, как мы уже заявили, Пафиопедилум. И это Пафиопедилум хайнанензе. А Пафиопедилум хайнанензе считается варитетом Пафиопедилума эпплтонианум, хотя вот человек, ведущий сайт Sleepy Orchids, пишет о том, что он бы считал его отдельным таксоном, во-первых, потому что есть некоторые отличия. Во-вторых, этот паф обитает исключительно в одном месте, что и отражается в его названии, а именно на Хайнане. Хайнанензе как раз указывает на его географическую принадлежность. Что касается эпплтонианума, то он был открыт и описан в 1893 году Говером, и публикация была сделана в журнале Guardian, дальше было еще публикации, а назван он в честь, соответственно, Эпплтона, коллекционера орхидей, который впервые ухитрился завести в Европе вот этот вот башмачок. Сам башмачок, соответственно, обитатель Юго-Восточной Азии, это Китай, это Таиланд, и ну вот хайнанензе конкретно, соответственно, это Хайнань. Сам башмак обитает эпифитно, вот, на высотах до 2000 метров, от 750 до 2000, и, соответственно, выдерживает такие умеренно теплые температуры. В разное время года ему нужно разное питание и полив. Вот. Ну, в общем, считается одним из самых нетребовательных к условиям содержания башмаков, выдерживает вполне умеренные температуры. И вот у меня он зацвел, соответственно, видите, в конце февраля, в начале марта. Заслуга моя в этом частичная, потому что конкретно это растение приехало с начатком, с маленьким бутончиком, который еще не вылез из стоп-листа. Вот, ну и за 2 с чем-то месяца вырастил вот такой замечательный цветонос. Цветонос длиннющий. У этих пафиопедилумов цветоносы от 15 до 30 сантиметров. Ну, мой, я думаю, что даже и побольше. Замечательные вот такие вот чудесно окрашенные листочки. Ну, сейчас на камере они выглядят чуть ярче, чем на самом деле. На самом деле цвет такой немножко более сглаженный. Вот его этикеточка. Вот приехал он, видите, от Швертера. Европеец он такой. Вот, и вот написано хайнанензе. Видите, температурный режим Швертер указывает от 14 до 22. Ну, наверное, так он у меня и жил. Самое холодное время там было с той стороны, где он стоит, градусов 14, а так, когда потеплее, 22. Но на том уровне, на котором он стоит, 21-22 поддерживается все время. Когда он только-только распустился под теми лампами, которые его освещают, он как-то так выглядел прям совсем зеленым и не очень интересным. Как-то он меня разочаровал сначала. А очень трудно для него показать всю его красоту, выбрать нужное освещение. И вот сейчас я его как только не переставляла, чтобы показать, как он хорош собой. В разных местах выглядит он по-разному, при разном свете. Вот сейчас сочетание дневного и электрического теплого света. Видите, вот парус у него, да, верхний сепалий такой красивый, зеленый, с таким, я бы сказала, рассветом, да. Такие вот продольные полоски наверх, как солнышко рисует. Вот самые привлекательные, конечно же, вот эти вот розовые петалии. При определенных углах они прямо такие розовые-розовые, восковые, блестящие, очень привлекательные. Просто вот цвет поймать. Вот, и тогда они показывают себя. Колонка ведь такая интенсивно зеленая, а губа зеленовато-коричневая.
Вот. Башмак, соответственно, этот растет в коре. Сверху я его укрыла мхом, не пересаживала. Я его после от швертера он приехал, в общем-то, и собирался цвести. Меня все в нем устроило в этой посадке и в этом растении. Поэтому пока что он живет в той коре, которую его посадили вендоры. Поливаю его регулярно. Раз в неделю всех очень сильно поливаю, но опрыскиваю почти каждый день или через день по субстрату. Длиннющий, очень трудно его показать. Я его сейчас вот к палочке прицепила. Так, в принципе, он вполне себе покачивается без палочки. Но очень сложно тогда его поймать. У меня он растет под лампами, там достаточно светло. В природе ему нужна полутень. Потому что от 700 до там, 1500-2000 метров, в общем-то, там в этих лесах он с притенением может расти. Вот, наверное, все, что я могу сказать про этого красавца. Как его, куда его определят, в отдельный таксон, или он будет варитетом Appletonianum. Ну, вот я очень рада, что мы с ним познакомились. И сегодня вот он показывает себя общественности. Всем желаю мира, добра. Заглядывать на мою страничку. Вот. Ну, как минимум за наилучшими пожеланиями. И следом у меня еще башмачки. Хотят вам показаться, 7 штук сейчас цветет. Надеюсь, будет интересно и красиво. Всем пока-пока и до новых встреч. И такой маленький постскриптум. Постаралась сфотографировать его при другом освещении, чтобы вы составили представление о его цвете. Ну что ж, опять пока-пока с самыми лучшими пожеланиями.